Дервиш идет по пустыне и встречает муравья. И говорит ему: «Салам алейкум». Муравей ему отвечает: «Валейкум салям». Поздоровались, выпили чаю. Дервиш спрашивает муравья: «Уважаемый, куда ты идешь?» Он говорит: «Я иду в Мекку». Дервиш говорит: «Вах, ты такой маленький, она так далеко, ты не дойдешь». Муравей отвечает: «Зато умру на пути». Салам алейкум. Меня зовут Якуб. Я из тариката Рифаи. Это суфийский орден. Суфизм – это путь к нашей сущности, внутреннему нашей сущности, через духовные практики. Он был всегда. До ислама и гораздо раньше он был всегда от Адама. Он включает все в себя. И религия, и духовные практики – это неразрывно. Дервиши относятся к Аллаху как возлюбленный. А как может быть по-другому? Тело – это ограничение, это тюрьма нашей души. И мы страдаем от разделенности со своим возлюбленным. Возлюбленный. Суфизм – это мистическое направление. Мистик, он идет через сердце, через дух, а не через разум. Познает мир через свою душу. Ислам, внутри ислама, это его зерно, внутренняя суть. Шариат – это первая ступень, без которой дальше не продвинешься на пути. На пути духовного движения к Аллаху. Главная задача – открыть свое сердце. Каким путем это каждый человек решает, какой путь ближе для его сердца, надо идти тем путем. Я даже знаю людей, которые не в исламе, есть буддисты, но они суфии. Это нет никаких ограничений. Во всех религиях догма – это жесткие рамки, а жизнь, она не жесткая, как река. Если есть скала, она бьется, потом обходит. Также и суфи, они гибкие, они прогрессивные. Суфи всегда были прогрессивными. И в науках, и в поэзии. Они прогрессивные. А ортодоксы, они за старое, они цепляются за прошлый опыт. А суфи, они идут впереди. Вот этот спор, он всегда консерваторы и пионеры. Это извечный спор. Ну как? Просто принять. У каждого своя позиция. И, не знаю, там, может быть, неразрешимый этот спор. Суфии принимают их. Нет никаких противоречий. А у них есть противоречия. Эй, валла. Можно ли быть атеистом? Но атеист ведь тоже во что-то верит. Он верит в отсутствие Бога. Но он не пойдет этим путем мистика. Он же атеист. Как он может в это пойти? Атеист, он из головы. Он материалист. Сейчас вот посмотрите, весь мир как раз это, все в материю погрузились. И поэтому вот у нас все это и происходит так. А путем духа идут немногие. А настало время идти этим путем. Один мастер дзен говорил: мы поднимаемся на гору разными тропинками, но видим одну и ту же луну. Неважно, какой мы идем традиции, я имею в виду религии, буддизм, ислам, христианство, это не важно. Главное, что мы выходим и видим, вот она луна, это единство. Вот. Тасаввуф – это единство.
Когда мы осознаем, что мы часть единого целого, вот и выходит благословенное дыхание. Illallah, 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 Allah, Allah, Allah. Ay, 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 ay. Eyvallah. Моего Муршида зовут Шериф Баба. Мы познакомились с ним в Стамбуле на ретрите по кружению. Потом поехали в Конию посетить гробницу Джаладдина Руми. На обратном пути снова вернулись в Стамбул. Он посмотрел, и я просто... Это какой-то космос. Я увидел, смотрю на галактики, как они кружатся. И после таких ощущений я уже не мог не стать его учеником. Это было давно, 16 лет назад, и с тех пор я езжу к нему по возможности каждый год. Потому что мастер также жаждет встречи, как и ученик. Это совместное. Как жаждущий хочет воды, так же и вода навстречу тянется. Когда это происходит, встреча, уже как любовная связь с возлюбленным, уже не разорвать. После нашей встречи на следующий год, на следующую поездку, он дал мне имя, назвал меня Якуб. Это было как рука от мастера. Вот, приди ко мне. Вот. А потом я даже и не думал в тот момент, что надо там в тарикат мне или не надо. Это было очень спонтанно. Подошел старший ученик у Шериф Бабы и говорит: вот тут приехала из Америки одна девушка, она хочет в тарикат. Ее сейчас будут принимать. Ты как, готов? Я как-то ошалел. Сказал: да. Все, тогда иди делай омовение. И вот так все и получилось. Мы вдвоем. Учитель – это тот, кто хочет научить. А баба – это значит по-турецки отец. Отец, он любит своих детей. Он ничему не хочет их научить. Он просто свою любовь им дарит. Учитель, он из головы. То есть он какое-то знание хочет. А мастер, обучение происходит не через какой-то определенный набор знаний, а умение, как рыбачить, например, да? Он научил тебя рыбачить. Ты можешь уже. Он создает это пространство, да? Пространство любви, и ты в нем находишься. И, может быть, ты какие-то там не понимаешь термины. При переводе, на самом деле, очень много теряется. Смысл, он передается через вибрацию, через дыхание. Как дышит мастер. Я вот когда слушаю Бабу, вот стараюсь услышать между словами вот эти остановки тишины. Каждая поездка, она по-своему как-то интересна и значима. Каждый визит к мастеру – это очень сильное волнение. Потому что ты понимаешь, что ты не вернешься уже тем человеком, кем ты был до поездки. Это будет изменение какое-то. И это неизвестность. Ты шагаешь в неизвестность. Когда у человека возникает какой-то интерес к суфизму, если он настоящий, неподдельный, его этот
его притянет в то место, и случайных встреч не бывает. Где надо, он там окажется. Он встретится с теми людьми или в то место попадет, где какое-то будет происходить работа духовная. Руми говорил: придите, даже если вы 1000 раз ошибались и бросали этот путь, все равно придите. Если вы чувствуете этот аромат, придите. Кем бы вы ни были, христианином или мусульманином, другой веры, придите. Это путь сердца. Он открыт для всех. Кидаться искать мастера не надо. Это не так происходит. Я тоже по молодости тоже так думал и обращался там мастером. Нет, так не происходит. Когда ученик готов, вот как спичка, да, скажем, да, на нем, если есть потенциал, да, какого-то воспламеняющего вещества, а мастер это как огонь, когда ты подходишь ближе к мастеру, и ты вспыхиваешь от его огня, когда ты готов, ты загоришься. А если ты как сырое полено, очень долго тебе надо у огня сидеть, чтобы загореться этим. Надо двигаться самому тоже. Хотя бы каким-то путем двигаться. Я тоже к этому не так пришел. Много в разные. И в Ошевской был, и цигун занимался, и с ивановцами обливался водой холодной. То есть в разных искал. Не притягивало как-то. И через христианство тоже, и к батюшке ходил. Там не встретил такого этого контакта, когда искра проскакивает. Надо попробовать. Чем-то заняться. Каким-то путем пойти. Может быть, он будет ошибочный, но надо сделать первый шаг. И не бояться сделать ошибки. Оши говорил: не бойтесь делать ошибки. Одну и ту же не совершайте снова. Можно и без мастера. Есть такие, как Оши, например. Он без мастера был. Но это надо быть таким монументальным и идти своим путем. Это трудно для простого человека. А с мастером проще. Он помогает, может подсказать от каких-то ловушек, потому что он прошел этот путь раньше. Он как маяк. А мы корабли идем. Но мы же плывем по своей какой-то дороге. Я знаю, что 12 основных, есть еще какие-то ответвления, но основных 12 тарикатов. В чем отличие? В каждой традиции шейх как-то по-другому видит процесс обучения. Кружение практикуется не во всех орденах. Основная в ордене Мевлеви, это у них как упорное, да, кружение. Это их главное. В других орденах кружение в некоторых есть, в некоторых нет. Это не основное, не показатель. Все равно это общее. Везде есть зикр. Зикр – это поминание прекрасных имен Аллаха. Задача не только ритуалы выполнить, а как идти в глубину
осознать, для чего они делаются. Не просто кружиться, а можно кружиться, не двигаясь с места. Вот, можно так кружиться, сидеть. Не обязательно двигать телом. Но процесс, если будет кружение, то есть это что такое? Это соединение. В этот момент человек соединяется с Создателем. Это воспоминание нашей божественной сущности. То есть она в нас есть. Мы просто заснули и не помним ее. Надо вспомнить. Кружится в юбках, но это не юбки, это называется тенуре. Она центрирует. То есть когда дервиш кружится, она центрирует, как колокол, балансирует. И легче увидеть вот это, то, что это мир, периферия, а мы движемся к центру. С периферии в центр. Это просто одежда длинная и поясом охваченная. Она белого цвета олицетворяет саван. Есть еще черный плащ. Это олицетворяет наше эго. Когда дервиш выходит, он сбрасывает плащ, отбрасывает эго и предстает чистым перед Аллахом. В саване. Он отбрасывает эго. То есть его свое я он отбрасывает. Шапкой, еще сике называется, олицетворяет надгробный камень. Это все символично, что когда дервиш предстает, он предстает чистым и готовым в этот момент умереть. Умереть как личность. Его не существует. Есть только он, Аллах. И кружение ввел в практику султан Вилет. Он в тарикате. Раньше не кружились до этого. Вот когда Джалаладдин Руми стал кружиться, и его сын Султан Вилет, он ввел в практику, и дервиши стали кружиться. По времени в традиционной сема, да, там 4 прохода саляма, и, может быть, около часа. Но на самом деле время не важно. Можно 5 минут покружиться и уже понять, что ты уже... Что чувствуешь? Во время кружения присутствие. Ты двигаешься, тело двигается, но ты не двигаешься. И как у циклона есть, глаз циклона называется, по периферии движения, а в центре, в глазе циклона, там нет движения. Там водоем тишины. И когда ты кружишься, все движение по периферии. А ты в центре, в сердце, и чувствуешь этот водоем тишины.
дервишей и суфи это одно и то же. Просто суфи это от арабского суф, оттуда, а дервиши это на фарси. Но это то же самое. Это странствующий монах, если так можно сказать, да? Вот. Это дервиш. В какие-то, может быть, прошлые века это было, ну, странствующих дервишей кормили. То есть они ходили по селениям, и это, ну, как милостыня, не милостыня. Но они тоже проводили работу. То есть они были лекарями, могли вылечить, могли и духовную какую-то провести работу среди общины мусульманской. А, но потом они же не монахи, то есть надо работать. У них были семьи, надо кормить семью, работать, конечно, работать. Это э, э, работа как служение, как духовная практика. Что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, каким видом труда, ты это делаешь для кого? Ты делаешь это для Аллаха, с любовью. Готовишь ты кушать или там забиваешь гвоздь, ты все это делаешь для, э, для людей. То есть это служение людям, это тоже работа суфия. Дервиш, он надеется на Аллаха. Все, что ему надо, Аллах даст. Не от людей. Все, что ему надо, если он идет по пустыне, если надо, ему колодец будет на его пути. Если не будет на то воли Аллаха, значит не будет колодца. Но он не надеется и не несет с собой флягу воды. И на людей не надеется, что они ему принесут воду. За свои годы прожитые много чем уже занимался. И работал инструктором на сплаве, туристов водил. И работал слесарем. Делал колодки к головным уборам, к шапкам меховым. Потом стал в строительстве работать. Работал на высотных домах, на кровле. Потом ушел в плотники. Потом из плотников ушел в отделочники. И занялся ремонтом квартир, домов, офисов. Сейчас также занимаюсь строительными работами. Какое-то, когда есть свободное время, хожу по лесу и из корней вырезаю ну, какие-то поделки. Люблю на велике проехаться так быстро. Вообще по лесу люблю ходить. И можно попеть зикры громко. Можно просто понаблюдать за природой, за это проявление. То есть это все деревья, птицы, животные, это тоже творение. Понаблюдать за его творением. И поблагодарить, что он все в эту всю вселенную создал вот для человека. Давно занимаюсь корнями, и всегда нравилось. Одно время ложки делал, ложки вырезал и друзьям дарил. А из корней вот хожу по лесу, и даже не то, что что-то получится, а вот, наверное, медитация. Сижу и корни кручу, верчу. И иногда что-то получается. И такое вот. Иногда сразу, вот прямо бывает, увидишь на земле и уже прямо сразу видишь, почистишь там от грязи, от коры. А иногда нет, просто берешь и вон на балконе целый завал. Берешь и из разных начинаешь друг другу как пазлы собирать. Вот эти поедут в Челябинск на подарок дервишам. Заказали еще ложку. Ложку еще не сделал. Вот. Повезу вот рыбов. Малана Средин рыбачит на реке, а рядом табличка. Ловля запрещена. И он рыбачит, достает рыбу. Подходит рыбнадзор, инспектор. Говорит он: Насредин, ты что делаешь? Ну, он спокойно, невозмутимо берет эту рыбу и бросает ее в воду. Говорит: я учу эту рыбу плавать. А смысл-то такой.
Не надо никого обучать. Мы все как рыбы. Это в этом потоке сознания, это для нас привычное. Нам просто надо вспомнить, проснуться и вспомнить, кто мы есть. Учить никого не надо. Это для нас, как для рыбы, вода. Естественная среда обитания. Просто мы забыли.